Привет, друзья! Российские механики восстановили украинский БТР FV-103 «Спартан» британского производства. Бронетранспортер FV-103 был принят на вооружение британской армии в 1978 году. В 2007 году его начали снимать с вооружения и впоследствии передали украинской армии. Техническая информация о FV-103 есть на канале. Экипаж FV-103 – 3 человека. Он способен перевозить до 4 солдат. БТР FV-103 был брошен украинскими подразделениями на Артемовском направлении, после чего был эвакуирован российскими ремонтными подразделениями. Значит, очередной экспонат трофея 200-й бригады. Это образец SV английского производства 103 модели, предназначенный для транспортировки личного состава. В основном его используют для перевозки расчетов ПТУР, зенитчиков. Медики используют его для эвакуации личного состава. По заявленным характеристикам держит лобовую часть брони 14,5 мм, в корму и в борта 7,62. Машина, как мы видим, осколки держит, но получила боевые повреждения ходовой части, была обездвижена, соответственно, личный состав. Англичане от них отказываются, англичане уже отправляют их на утиль, либо вот передают украинской армии для выполнения задач. Машина была принята на вооружение в 1978 году у них. Ну, конечно, она уже свой век отжила. Что касаемо конкретно этого образца, значит, в отделении управления мы нашли интересный такой документ. Это сопроводительная ведомость, как транспортировали данную машину с Великобритании и до Украины. То есть видно, что она проходила через Германию, соответственно, отметки в нем стоят, что приняли, передали и тому подобное. Еще на этом образце интересно, что сохранились номерные знаки, также указание подразделения, в котором было эта машина именно Великобритании, непосредственно знаки, я так понимаю, ротой этого маленького подразделения. Ну и, соответственно, уже опознавательные знаки, которые на них наносили непосредственно украинцы. Вот такой вот крест здесь находится. Интересно, что стоят отметки при транспортировке и при ремонте различные, то есть переназначенные номера, какой ремонт был проведен, если можно потом будет заснять внутри машины, что замена баков производилась. Ну, то есть вся история прохождения этой машины до Украины на нем. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.